Добрый день. По условию задачи нашей функции в качестве параметра передается строка, и мы должны заменить каждую английскую букву в этой строке порядковым номером этой буквы в английском алфавите. Если же у нас в строке что-то, что не является буквой, допустим, пробел либо символ апострофа, мы просто этот элемент пропускаем. То есть нас интересуют только буквы. Давайте подключим модуль string, и из этого модуля нам понадобится константа, которая является строкой, содержащей в себе все маленькие английские буквы в виде строки. Назовем, соответственно, lowercase, и сюда мы присвоим эту константу. То есть мы из модуля string получаем эту константу. Еще раз напомню, просто строка, содержащая в себе все маленькие английские буквы. Идут они, соответственно, в алфавитном порядке от А до Z. И получается, что у нас порядковый номер в алфавите для буквы A, соответственно, 1, но здесь индекс у этой буквы будет 0. И несложно догадаться, что наш индекс будет отставать на единицу от порядкового номера. Поэтому мы просто будем получать индекс этой буквы в вот этой константе, соответственно, и добавлять единицу к этому значению. Тогда мы получим порядковый номер этой буквы в алфавите. Далее давайте сразу напишем return, создаем list comprehensions, в нем цикл for, где переменная v будет пробегать по нашей исходной строке, которую мы приводим к одному регистру, к нижнему. И далее мы, собственно, должны проверить, что вот элемент, который мы сейчас рассматриваем в данной итерации, что он является буквой. Поэтому мы к этому элементу применяем метод из альфа, и, соответственно, если этот элемент является буквой, метод из альфа возвращает true. Если не является буквой, возвращает false. Соответственно, с этим элементом мы не работаем. Если же он возвращает true, то, соответственно, мы из нашей строчки lowercase применяем метод index и в качестве параметра передаем нашу букву. Нам возвращается индекс этой буквы. Мы помним, что мы отстает от порядкового номера этой буквы в алфавите на единицу. Соответственно, мы к этому значению прибавляем единицу. Здесь у нас сейчас будет число. Поскольку мы потом будем склеивать элементы нашего списка с помощью метода join, метод join работает со строковыми элементами. Поэтому мы вот это получившееся число должны привести к типу str, для того, чтобы потом корректно метод join это все склеил в строку. Поэтому мы значение вот этого выражения передаем в качестве параметра функции str. Это просто становится строчкой. В итоге получается, что мы пробежались по всем элементам строки. Если это буква, мы в виде строки записали порядковый номер этой буквы в английском алфавите. Если это не буква, соответственно, мы этот элемент пропустили. И нам уже остается просто склеить по пробельному символу эти элементы с помощью метода join. И вот этот список передаем в качестве параметра этому методу. Давайте проверим. Задача решена. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и поставить лайк. До свидания.